Ребята, я снова вас всех приветствую на канале Великий Манипулятор. Извиняюсь, что меня так долго не было, потому что были свои дела, поломалась машина, потом зуб болел и так далее. Поэтому недельку я не выходил, решил исправить эту ситуацию, и я сегодня снова с вами. Очень много событий уже, ребята, произошло по поводу биткоина. Мы немножко их разберем, посмотрим также интересную новость, как обычно, и так все далее. Итак, давайте все по порядку посмотрим. Сначала мы посмотрим, ребята, с вами на индекс страха и жадности. Никуда биткоин все-таки не двигается, как мы видим. Находимся постоянно все в страхе, либо в чрезвычайном снова страхе были несколько раз. Поэтому все на рынке замерло. Ничего не происходит. Все это движение в район 25 тысяч, ребята, это все-таки было более манипулятивно от маркетмейкеров и тому подобное. Поэтому ничего не произошло. Они набирают свои, по всей видимости, ребята, позиции. Поэтому простые обитатели криптовалютного рынка еще в больших-больших раздумьях. Что у нас по биткоину, ребята? Итак, вот график биткоина. Давайте посмотрим, что у нас здесь произошло и что у нас здесь было. Так, давайте увеличим это все. Как мы видим, после речи Джерома Пауэлла все-таки произошло вот такое снижение. Довольно существенное. Биткоин подупал, альта вся полностью за ним повалилась, ребята. И снова мы практически пришли в данный диапазон. Вот этот, который мы были ранее. Дойдем ли мы до уровня 19300 примерно? Я думаю, скорее всего, да. Потому что здесь нету никаких сопротивлений. И я думаю, что мы снова придем сюда. Поэтому, ребята, вот этот восходящий коридор, который у нас такой был, он сломан, ребята. Поэтому он сейчас уже для нас не имеет никакого значения, потому что вернуться в него будет, я так думаю, продолжительным. Почему? Потому что мы посмотрим потом очень интересную новость и ее разберем в дальнейшем. Поэтому можно этот коридор смело вот так удалить. Так что, ребята, ждем с вами понедельник, когда будет открываться фондовый рынок. Посмотрим, как отреагирует фонда, потому что S&P 500, как вы знаете, провалился очень сильно. Что же нас в дальнейшем, ребята, ожидает? Давайте посмотрим на интересную новость, которую нашел на YouTube Day. Она была буквально сегодня. Утром вышла. Итак, здесь есть такая очень интересная тема. 3 причины, почему биткоин стоит 20 тысяч долларов и что будет дальше. Давайте вкратце ее разберем. Сначала прочитаем. Падение биткоина до 20 тысяч долларов было неприятным, но несколько ожидаемым событием, как мы упоминали в наших отчетах о рынке. Отсутствие фактора роста и истребительства финансовых регуляторов США. Итак, первое. Речь Пауэлла. Катализатором текущего погружения цен стала речь председателя резервной системы ФРС, который заявил, что Центральный банк США на некоторое время остается истребиным, что противоречит предыдущим ожиданиям финансовых рынок, которые ожидали мягкой посадки всего несколько недель назад. Почти каждый финансовый актив получил огромный удар. Биткоин упал на 7%, золото потеряло около 1,2%, а S&P упал на 4%. Поскольку повествование является крайним страхом, мы, скорее всего, увидим продолжение медвежьего тренда на рынке на следующей неделе, ребята. Итак, ребята, здесь явно нам указывается, что действительно речь Пауэлла очень сильно повлияла на биткоин, а также S&P 500. Что в этой речи очень важно говорилось? Там говорилось, что все-таки очень жесткая будет политика резервной системы, будет подниматься ставки, и все это, ребята, будет происходить до января-февраля следующего 2023 года. Поэтому, поскольку будет повышаться ставки, ребята, волатильность биткоина и всего криптовалютного рынка будет увеличиваться. Отсутствие институционального притока. Даже восстановление настроений среди розничных трейдеров рынок не начнет двигаться, пока институциональные инвесторы не почувствуют, что пришло время вернуться на криптовалютный рынок. За последние 2 недели рынок не видел ничего, кроме оттока из отрасли. Я думаю, что здесь все написано неправильно, потому что это сразу видно, что это замануха. Сначала розница должна увидеть именно хороший импульс, я думаю, в районе 28 тысяч долларов. Только тогда мы увидим, что розница заходит в рынок, начинает снова набирать какие-то позиции и верить в то, что мы пойдем вверх. Только тогда розничные клиенты начнут покупать данную криптовалюту, либо биткоин, либо эфир, либо разные криптоактивы. Другого движения не будет, ребята. Если мы так будем находиться в таком флете, а это, скорее всего, мы таки будем находиться и очень долго, то розница еще не скоро вернется в рынок. Поэтому нужно сначала, чтобы институциональные инвесторы начали вкладывать деньги. Я думаю, что они так и делают. Почему? Сейчас вам покажу, ребята. Если мы посмотрим вот так более глобальный график именно биткоина, посмотрите. Если кто-то вот здесь продавал,
что здесь кто-то покупал. Так же самое здесь кто-то продавал, здесь кто-то покупал. Посмотрите, какие сейчас объемы вот здесь навырисовываются. По сравнению вот здесь, когда был восходящий такой тренд биткоина, посмотрите, какая разница. Какие плотные, какие огромные именно объемы. То есть кто-то набирает позицию и довольно очень хорошо. Настолько, насколько это возможно. Потому что вы знаете, что биткоина на рынке очень мало. Поэтому, чтобы его хорошо накопить, нужно определенное, ребята, время. Поэтому я не думаю, что мы очень скоро начнем взлетать и пойдем в восходящий тренд. Потому что у нас до того, как произойдет халвинг, ребята, биткоина, я думаю, что мы все-таки будем находиться в определенных накоплениях и вот такой волатильности. Можем вот так ходить в данном диапазоне, вот так, сюда придем, потом снова. Можем так находиться очень и очень долго, ребята. То есть январь, февраль, март. Ребята, настраивайтесь, что нас будет вот так нас будет здесь водить. Я думаю, ребята, что мы все-таки будем находиться в данном прямоугольнике, вот таком данном накоплении еще очень и очень долго, ребята. Я так думаю, потому что нам нужно сначала позитив, чтобы хотя бы выйти в район 28 тысяч долларов, ребята, вот данный диапазон. Чтобы сюда выйти, ребята, нам нужно определенное какое-то время. Плюс еще нужны хорошие новости. А поскольку мы знаем, что в конце сентября у нас снова будет заседание ФРС, снова будут подниматься ставки, то мы можем показать какой-то определенный рост и снова могут нас обвалить. Поэтому можем и находиться вот так. Но, ребята, будем смотреть все на рынок, будем смотреть, как все происходит, и я вас буду об этом информировать. Так, поехали дальше по данной новости. Отсутствие факторов роста, они здесь говорят. Отсутствие институциональной поддержки, строгая денежная кредитная политика и отсутствие событий вокруг первой криптовалюты является неотъемлемой частью медвежьего рынка, который будет продолжаться в течение довольно долгого времени согласно текущей макросреде. Обновление Ethereum – это единственное, что может принести свежий капитал на рынок, в то время как есть полное отсутствие каких-либо новостей, обновлений и событий, связанных с биткоинами, ребят. Действительно, если все-таки эфиром запустится и все будет нормально, это будет позитив для крипторынка, и мы можем, ребята, конечно же, пойти в определенный небольшой рост. Но я не думаю, что это будет именно глобальный. Ну, как говорится, чем черт не шутит, посмотрим это все в будущем. И еще одна, ребята, новость. Количество пользователей криптовалют по всему миру достигло 320 миллионов, ребята. Это очень важная и позитивная новость. Давайте посмотрим. Принятие криптовалют продолжается увеличиваться. По данным аналитической компании AAA, количество пользователей цифровых активов достигло 320 миллионов человек, что составляет 4,2% от общей популяции. Итак, лидером по количеству пользователей криптовалют остаются США. Цифровыми активами владеют или ранее владели 46 миллионов, что составляет 13,74% от населения страны. В Индии криптовалютами пользуются 27 миллионов человек, это 2%, а в Пакистане 26 миллионов, это 11,5% населения. Во Вьетнаме криптовалют пользуются 20 миллионов человек, это 20% населения, ребята. Это очень огромно. Это 1/5 часть населения, ребята. Это очень и очень круто. Наибольшая доля среди всех стран. В России цифровыми активами владеют 14,6 миллиона, что становит 10% от населения страны. Также в отчете сообщается, что объем международных платежей в криптовалютах составил 259 миллиардов в 2021 году. Ожидается, что в 2025 году показатель увеличится до 428 миллиардов. При этом 15,8% платежных сервисов уже используют цифровые активы. Принятие криптовалют для повседневных платежей также увеличивается. Недавнее исследование показало, что 75% американских риэлторов собираются внедрить поддержку криптовалютных платежей в течение, ребята, 2 лет. А это, как говорится, как раз начало 2024 года, либо его уже середина. Поэтому это как раз произойдет после халвинга биткоина, ребята. И скорее всего, что все-таки мы полетим не раньше, чем после халвинга, либо во время халвинга биткоина. А это весна 2024 года, ребята. Поэтому настраивайтесь на долгосрок. Поэтому, ребята, у нас сейчас есть очень много времени для того, чтобы накапливать свои криптоактивы. Это не обязательно, что мы должны покупать их за стейблкоины. Поскольку сейчас есть вот такая, ребята, высокая волатильность, нужно смотреть, конечно же, за своими уровнями поддержки, а также сопротивления, и уже на этих движениях торговать даже на споте, чтобы увеличивать свой объем. Поэтому остальную часть, ребята, держать, если мы пойдем вниз, именно здесь можем докупиться стейблкоином. Поэтому, как я всегда говорил,
чем дольше во времени мы находимся в таких данных диапазонах и накоплениях, тем прибыль, ребята, в долларах у нас будет намного и намного громаднее. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. И до следующих встреч, ребята. Всем пока-пока.